Всем привет, друзья! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Рах, оккультист, демонолог, писатель, постоянный автор журнала «Апокриф» и автор дзен-канала «Оккультурио». Ссылку дам в описании. Дмитрий, ты уже очень давно тесно взаимодействуешь с божеством, которого почитало человечество с древнейших времен. У этого божества множество имен, самый известный из которых на сегодняшний день Асмодей. Расскажи о тех именах, под которыми он почитался в древних культурах, и о том, как происходило это почитание. Ева, привет. Да, очень приятно, что мы сегодня говорим на такую интересную тему, потому что, ну, на самом деле, вокруг этой темы очень много различных фальсификаций, вот, если мы берем образ того духовного существа, которое ты абсолютно правильно сказала, можно отнести к формату божества, если быть точным, метабожества, а, э, информация о нем искажена, скажем так. Ну, это и не удивительно. Сейчас, собственно, мы начнем с предыстории определенной и выйдем, скажем так, на ключевые определенные понятия всего этого дела. Значит, в отношении любого духовного существа, если мы отталкиваемся от базовой магической традиции и, собственно, латрической традиции, то есть традиции почитания тех или иных божеств, нам интересна прежде всего его планетарная природа. Как известно, планеты в оккультизме, они подразумевают под собой не небесные светила, соответственно, да, а прежде всего определенные наборы архетипов. То есть, если мы говорим о духовном существе, которое называется Асмодей или Ашмада, имен у него очень много, и мы сейчас об этом всем коснемся, будем говорить, то прежде всего те планеты, которые отвечают за его характеристики первоначальные, это Марс и Солнце. Мгм. Если мы возьмем тот образ Асмодея, который у нас подается вообще вокруг, подается прежде всего древними гримуарами, которые, собственно говоря, если мы будем разбирать их историю, написаны в большинстве своем либо монахами, либо людьми, так или иначе имеющие отношение к авраамическим религиям, допустим, да, потому что если мы берем иудаизм, откуда, в принципе, исходит имя Асмодей, то иудаизм это первичная авраамическая религия, откуда пошло христианство, соответственно, от христианства пошел уже ислам. В исламе тоже есть образ Асмодея под именем, собственно, Сахар. Да, его называют там так, но мы сейчас это касаться не будем, ислам нам в этом контексте не сильно интересен. Соответственно, значит, в авраамических религиях Асмодей представлен как кто? Это демон похоти, это демон обмана, то есть такое достаточно, скажем так, низкое существо, которое творит зло и больше ничего. Однако, если мы возьмем планетарную природу Марса и Солнца, это такой архетип, я бы назвал его архетипом воина-жреца, да, потому что за воинский аспект у нас отвечает Марс, собственно, за Солнце, за жреческий отвечает Солнце. Вот, если мы возьмем этот архетип, то мы можем легко проследить, что подобного рода духовные существа, они не несли какой-то негативной коннотации. Даже наоборот. Они выполняли больше, первое, это защитную функцию. Да, они, конечно, помогали в каких-то воинских делах, помогали в войне, но прежде всего они защищали и давали определенные блага тем народам, которые, собственно, им поклонялись, так или иначе, или с ними взаимодействовали. Если мы будем отслеживать первично, откуда появился такой вот архетипичный образ божества Марс-Солнце, то, наверное, начало будет шумеро-аккадского Ниргала. Надо отметить, что Ниргал, опять же, подается достаточно негативно из определенного рода
ну, большинства, скажем так, информации из того периода Шумера-Аркадского, да, но, опять же, подается негативно со стороны именно почитателей Мардука. То есть, вот если мы возьмем ключевое божество Мардук, по сути, это такое верховное солярное божество мужского типа, к которому можно отнести и Зевса, к которому можно отнести и еврейского Яхве, собственно говоря, да, то есть прослеживается такая цепочка. То есть это единое божество, монотеистическое, которое требует поклонения только ему и отвергает всяческого рода политеизм в данном случае. Соответственно, тоже фигура Нергала, она тоже искажена до владыки подземного мира, который несет негатив. Однако тоже есть, встречается определенная информация, говорящая о том, что солярный аспект в нем присутствовал, и он также мог давать определенные блага, скажем так. Далее. Но, собственно, Нергала со Асмодеем связывают очень мало, потому что, ну, никто, скажем так, этим не занимался, просто говоря. Если же мы возьмем само имя, то мы найдем легко корень с таким духовным существом, как Аэшма Дев, то есть Дев Аэшма. Соответственно, мы уходим в зороастрийскую культуру, непосредственно в персидскую, вот все, что связано с этим. Опять же, Аэшма подается как один из ближайших сподвижников Ахримана, то есть верховного такого персонажа со знаком минус, которого, в принципе, можно в авраамических религиях ассоциировать с сатаной, да, это такой противник порядка, и Аэшма, как демон буйства, он, соответственно, олицетворяет вот такое разрушение полнейшее. Вот. Но на самом деле тут ошибка кроется еще и в переводе, потому что имя Эшма, оно образовано от слова хэшм. Хэшем в переводе означает страсть, прежде всего. То есть это не именно какая-то негативная коннотация, это именно не какой-то такой плохой товарищ, а это именно страсть делать все резко, быстро, максимально так объемно, при этом, ну да, где-то разрушая определенный порядок, да, но иногда, как мы сами понимаем, чтобы построить что-то новое, нужно резко что-то разрушить. То есть фактически АЭшма это вот такой первичный хаотичный элемент, который отвечал за момент страсти, резких принятий решений и так далее. Мгм. Вот. Опять же, если мы проследим взаимосвязь между зороастризмом и вообще между, собственно, персидской культурой и индийскими ведами, мы заметим там очень много общего. Почему? Эти две культуры очень плотно взаимодействовали друг с другом, да, и если мы откроем веды, то мы легко можем заметить, что девы, а дев пришло именно в зороастризм ответ, что дев не означает какое-то демоническое существо. Девы это просто божества, божества младшего порядка. Не в том плане, что они какие-то мелкие или там, да, незначительные, а в том плане, что они взаимодействовали активно с людьми. Потому что Мгм. есть божества высшего порядка, да, которым как бы до людей нет никакого дела. Они занимаются своими там, божественными делами и решают свои вопросы. Девы же, наоборот, их число от 33 до нескольких миллионов насчитывалось, да, они решали определенные вопросы, связанные с людьми и с их проблемами и просьбами. Так вот, каноничный образ Аэшмедева очень бьется с образом Рудры из Вед. Это можно отметить даже по внешнему виду Рудры. У него три лика, да, как у каноничного Асмодея. У него Мгм. в руках копье, потому что Аэшмадева называют друдж копья, то есть непосредственно это его один инструмент, плюс трезубец тоже инструмент, который тоже орудие, которое непосредственно можно отнести к Аэшме, и оно присутствует у Рудры. Опять же, красный цвет и природа Рудры Марс. Мгм. Рудра является одним из ликов Шивы, то есть фактически такая его составная часть. Шива, да, это такое верховное божество, которое тоже можно ассоциировать с тем же самым Самаэлем, да, Самаэлем Змеем, но опять же, мы сейчас не о Шиве говорим, а непосредственно об Асмодее. Так вот, опять же, Рудра не нес никаких
плохих коннотаций. То есть он непосредственно отвечал за, опять же, защиту, причем к нему обращались за решением определенных вопросов, связанных со здоровьем, да, потому что Марс мог дать какую-то силу, крепость, и Солнце, это опять же тоже здоровье, в нем тоже присутствует солярный символ. Таким образом, у нас уже прослеживается архетипичная цепочка между Аэшмой и Рудрой. А теперь мы пойдем далее и, наверное, приступим к тому, что рассмотрим такую землю, как Ханаан. Ханаан — это такое сборное государство, скажем так, состоящее из различного рода народностей и культур, потому что общей культуры Хананея их нет, туда входило очень много народностей, и это была морская держава, которая много торговала по морю и, соответственно, с инской цивилизацией, с индусами также у них были плотные взаимодействия. И в один из городов столиц, Сидон, соответственно, был привезен определенный культ Рудры, который, собственно, там принял название Баал-Сидон. Ну, Баал — это вообще категория титульная, это титул божеств тех или иных, да, собственно, вот, относящихся к каким-то высшим определенным ипостасям. Баал-Сидон, по сути, означало царь Сидона, царь города. И, собственно, так как Ханаан в многочисленных войнах с первыми евреями, да, с иудеями уже на тот момент, он был фактически уничтожен. Вообще, если мы возьмем Библию, возьмем Ветхий Завет, возьмем Тору, мы убедимся, что Ханаан являлся для древних почитателей Яхве просто таким бельмом на глазу, который надо было обязательно истребить. И если мы возьмем заповеди, которые Яхве дал через Моисея своим последователям, то там есть такая фраза: «И не поклоняйся другим богам». Другим в плане том, по словам другим, имеется богам другой стороны. То есть, если мы рассмотрим концепцию древа Клипот, другая сторона, это вот древо Клипот, это так называемая Ситра Ахра, что в переводе и звучит как другая сторона. То есть, эта заповедь повторяется несколько раз, и она основная. Это значит, что верховное божество иудеев очень боялось того же ханаанского политеизма, собственно говоря. Вот. И, разумеется, так как о Ханаане очень мало вообще информации о древнем Ханаане, и в том числе и о религиозных каких-то системах, это объясняется все очень просто, потому что в древних войнах прежде всего надо было уничтожить определенных покровителей того или иного государства, нации, города и так далее. Соответственно, все храмы в Ханаане были уничтожены, жрецы были убиты, а божества были просто переведены в разряд демонов. То есть в разряд более низких существ, которые не могут априори не нести человеку ничего хорошего. Потому что если мы возьмем негативные истории, связанные с Асмодеем, то они, опять же, будут отслеживаться откуда? Из потока авраамических религий, прежде всего из иудаизма, потому что, изначально вообще его называли Ашмедай или Шамдон, что значило разрушение, да, собственно говоря. То есть имя Сидонай, относящееся к городу Сидону, да, это тоже одно из его имен, оно упоминалось реже. Так вот, потому что греческая вообще форма имени Асмодей, она появилась значительно позже, да, то есть, собственно говоря, изначально это было имя Ашмодай. Так вот, если мы отметим, что он появляется в негативных, собственно говоря, историях таких дважды. Первое — это книга Тавита, неканоническая книга Ветхого Завета и Торы, которая не вошла, собственно говоря, в общий сборник. Там Асмодей представлен просто похотливым таким демоном, который убивает мужей Сары, собственно говоря, и не дает к ней подступиться. То есть, опять же, да, мы с уровня божества спускаем, собственно говоря, его до уровня просто обычного демона. А что касается второго упоминания, то это, естественно, легендарная такая история о царе Соломоне и о том, как он конфликтовал с Асмодеем, как после этого он запечатывал его в кувшин, как Асмодей строил его храм. Ну, то есть, опять же, да,
Но даже в этом случае, вот смотри, они не смогли полностью принизить его, потому что если ты помнишь эту легенду, я думаю, ты ее прекрасно знаешь, там был такой момент, когда Асмодей обманывает Соломона и превращается в него, выгоняет его с престола, да, то есть он все равно там показан с достаточно великой стороны и называется там Ашмадай Хашидим, то есть Мелех Хашидим, царь демонов. Вот. Мгм. Так вот, ну, тут момент, во-первых, спорный в том плане, что фигура царя Соломона, она исторически не подтверждена. Понимаешь? То есть, как бы, доказательств прямых нет, поэтому, опять же, вся эта история выглядит просто как легендой, которая непосредственно направлена на то, чтобы принизить сущность божества, которое относится к чужой культуре, к чужой стороне, которая, опять же, может составлять конкуренцию Богу в иудаизме. И, соответственно, дальше эта история стала тиражироваться уже христианскими источниками и уже пошла в средневековой Европе, да, то есть дальше, дальше и дальше. Момент такой, что если мы рассматриваем все с точки зрения с точки зрения взаимодействия божества и людей, можно отметить, что есть такое понятие, как лики. То есть, по сути, вот смотри, любому божеству, даже которое имеет нейтральный оттенок, человечество может создать определенный как дополнительный эгрегор, да, в виде определенного лика. И начать Мгм. его так воспринимать. И дело в том, что энергетическая структура божества, ну вообще любого духовного существа, потому что я очень много их изучаю и с ними работаю, она выглядит, она устроена так, что этот лик тоже начинает как эгрегор работать стационарно. Ну, то есть, соответственно, если если Аэшми создали вот такой негативный образ демона, то этот образ демона, он также будет дополнительно существовать как малый лик. Да? Потому Мгм. что, ну, не бывает полностью хороших богов, во всех из них есть с точки зрения человека минус. Опять же, если мы возьмем Тору, если мы возьмем Ветхий Завет, мы увидим, какое там количество убийств, в принципе, которые можно даже сравнить с геноцидом, осуществляли посланники Яхве, да, я имею в виду его ангелов. Мгм. Ну, на самом деле, положительное такое, позитивное это почитание, оно же было в те времена. То есть даже если про того же Рудру там почитать, да, Да, или конечно. в том же зороастризме, или где там, что он как покровитель воинов выступал, да, как защитник в том числе, так? А в зороастризме уже зарождаются определенные, ну, даже не просто зарождается, зороастризм вообще, по сути, это религия была дуальная, да, которая делила на черное и белое. Он там да, он все равно там упомянут в негативной коннотации, но при этом, безусловно, он там не сведен на уровень какого-то там чертика, который только и думает, чтобы там сожрать какого-то непонятного человека или там, знаешь, убить мужа какой-то там рандомной женщины. Вот. То есть, конечно, был момент уважения, безусловно, к нему, потому что, да, есть свидетельство, что многие воины во времена каких-то конфликтов, они делали стационарные алтари Аэшми, да, и как бы старались его задобрить жертвами, чтобы тот дал им определенную силу. А что касается Вет, что касается Рудри, ты знаешь, дело в том, что вообще в дхармических религиях, в том числе и в индуизме, там вообще понятие добра и зла достаточно относительно, понимаешь? И в них, ну, да, есть существа, которые выполняют функцию какую-то более, скажем так, жесткую, чем остальные, но условно злыми божеств там как-то никто не называл и не называет. Понимаешь? Даже те существа, которые относятся к категории демонов в индуизме, они все равно также носят и положительный аспект. С ними можно взаимодействовать, и они тоже могут чему-то человека научить. Мгм. Так. Ну, давайте, наверное, поговорим о вашем а, исследований, да, как можно сказать, природы Асмодея, то есть что вы узнали сами Мгм. из личного контакта, из Да. медиумов и прочими способами. Собственно говоря, вот ну, то, что я сейчас говорю, по сути, это было, да, это какими-то моментами было прежде всего получено
из открытых источников, просто надо было свести концы, собственно говоря, воедино, чтобы эту всю историю понять. Да, я очень много работаю с медиумами, потому что, на мой взгляд, лучший способ получить информацию от духовного существа, это, собственно говоря, спросить у него самого, потому что, это наиболее оптимальный способ. Вот, подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию. Соответственно, да, для подобного рода работ нужны люди с определенными, скажем так, задатками и способностями. Мы их называем медиумы. Медиумы существуют всегда, и, начиная из древних веков, где особо, скажем так, таких продвинутых медиумов называли пророками, да, по сути, потому что они могли общаться с божествами. Вот. А в современной истории медиумизм у нас пошел, собственно, активно. Это 19 век, это спиритические сеансы, опять же, да, это теософское общество и далее, далее, далее. И, соответственно, да, медиума трудно найти хорошего, потому что все они проверяются определенными системами, они должны подтвердить, скажем так, свои какие-то умения, да, потому что если человек говорит, что я просто слышу мертвецов в своей комнате, это не медиум, это, может быть, вполне человек и не сильно здоровый психически, да, а для медиума психическое здоровье это очень важно. Вот, и, соответственно, да, когда в медиумической работе мы непосредственно обращались, работали с разными вот ликами Асмодея, что с гаэтическим его ликом непосредственно, да, с Асмодеем Гаэтом. Кстати, надо отметить, что так как Асмодей Гаэт наиболее популярен, да, это такая поп-фигура, скажем так, да, поп не от слова священнослужитель, если что, да, то есть он достаточно известен, и, соответственно, к нему проще взывать, потому что есть его графическая печать сигила, а все лики, так или иначе, они связаны друг с другом, то есть, по сути, там, стучать в дверь Гаэту Асмодею, мы можем как бы обращаться и к более вышестоящим каким-то ликам, разумеется, да. Нет, безусловно, если есть какая-то полная информация скажем так, о других ликах, можно взывать напрямую и к ним, но тут кому как удобнее. Просто я говорю, это для тех людей, кто хочет непосредственно общаться с духовным существом по имени Ашмедай. Так вот, мы обращались с медиумами к различного рода ликам, да, мы взаимодействовали с ними, и медиумическим путем была получена ровно такая же информация, которую вот я озвучиваю сегодня, да, то есть, по сути, это все то же самое, что, единственное только, что были добавлены определенные аспекты, то есть, нами были получены там алтари тех или иных ликов данного духовного существа, да, то есть, опять же, графические печати в виде сигил, какие-то молитвенные воззвания там, да, на различного рода языках. То есть вся эта информация есть. И, по сути, в дальнейшем, конечно, хочется это все изложить в какой-то более-менее объемный труд, чтобы это просто увидело свет и чтобы у людей немножечко поменялось отношение к данному персонажу, потому что, это не бес Вася с Перекрестка, и вообще, опять же говорю, он демонизирован излишне. Мгм. Мгм. Ну, вот один из таких самых, мне кажется, интересных моментов, связанных с Асмодеем, это то, что действительно у него очень много проявлений. Причем они довольно сильно отличаются друг от друга. И особенно интересно, что в зависимости как бы от восприятия, что ли, человека, то есть как-то через получается, да, в зависимости от восприятия, от внутреннего состояния самого человека, Личная призма, да, можно так это назвать, да. проявления очень, очень разные. Вот, Да, конечно. настолько многоликий он, то есть такой... Он достаточно многолик, но вообще есть такое, смотри, есть такое, мнение, что как ты хочешь видеть божество или существо духовное, таким оно по сути и будет, да, и то, что оно даст, Мгм. потому что мы, говоря такое, манифестируем к одному из 7 герметических принципов, что вверху, то и внизу. То есть человек это по сути является микрокосмом, а Вселенная является макрокосмом. И вот по этой взаимной связи, соответственно, человек может тоже формировать и влиять на божеств в том числе. Потому что если мы уберем
фактор человеческий, да, если мы уберем человек, ну, если мы уберем в связке человек-божество, уберем человека, то по сути это останется просто чистая архетипичная энергия, окрашенная в планетарные соответствия, которая, в принципе, будет просто быть сама по себе, но она себя не проявит никак, потому что ей надо проявлять себя в физическом мире. Понимаешь? Ну, это логично. И, соответственно, что касается, да, его взаимодействий с людьми. Я могу сказать, как работает его флюид. Флюид – это определенный энергетический поток от божества, от ангела, от демона, от любой духовной формы, которая так или иначе проходит в наш мир, и, естественно, она проходит и через того, кто взывает к этому божеству. Мгм. Так как в Асмодее активные, самые активные два флюида – это Марс и Солнце, хотя, безусловно, в нем есть и дополнительные, такие тоже ярко выраженные, скажем так, аспекты, такие как меркурианский аспект, у него достаточно сильный аспект Юпитера, то есть это аспект определенной власти, да, это в нем присутствует. Но в целом Марс и Солнце воздействуют на человека каким образом? То есть они дают определенную уверенность, они могут давать адепту определенную жесткость, давать ощущение такой, ну, определенной царственности, скажем так, да. И вообще человек, который работает с Ашмодеем, он фактически всегда находится в центре внимания, потому что солярный аспект настолько силен, что человек притягивает к себе, ну, людей и вообще притягивает к себе вот внимание со стороны. То есть именно влияние вот Асмодея на этого человека приводит к тому, о чем вы говорите. То есть вот Да, привлечение внимания и да, прочие да, вещи. совершенно верно. Опять же, надо понимать такой момент, что еще зависит от того, кто обращается непосредственно Мгм. к Ашмедаю, потому что, смотри, если в человеке, ну, как мы знаем, вот эти планетарные потоки, что я перечислил, они есть также и в человеке. То есть, если мы берем нас, там, смотрим по любой натальной карте, еще какими-то вещами, да, мы можем определить, у нас определенные планетарные потоки основные, которые отвечают за наш характер. То есть, что мы из себя представляем, как мы себя ведем и так далее. Ну, соответственно, вот если в человеке много Марса, изначально он такой воинственный, боевой, собственно говоря, да, то излишне сильный флюид Асмодея может, естественно, сделать его вообще неуправляемым. То есть человек будет очень агрессивным, человек там будет, знаешь, там, грубо говоря, такое все крушить и так далее. Но И это описано как в этой книге-то, да? Про Асмодея, вот Каэтинга и других. Там похожая да, такая история, ну, такая странная. безусловно. Да, конечно. Но это вообще применимо не только к Асмодею, это применимо к любым божествам, соответственно, да. То есть тут момент какой? Тут момент, что, ну, человек же, он же, ну, не просто пешка, которую двигают по шахматной доске, и он не какое-то там безвольное существо. У всех у нас есть воля, и человек умный, он, собственно говоря, этот излишний, например, поток агрессивный или излишний поток там солнечный, потому что если у человека и так солнца много, то с излишним солнцем он будет зазнаваться, он будет думать, что я вот такой король мира и как бы и так далее. Но человек, если у человека есть мозги, если он умеет себя контролировать и он асоциален, вот, то он, естественно, эти моменты в себе где-то будет корректировать или где-то направит их, скажем так, в какую-то деятельность. Это может быть сублимация в творчество, это может быть сублимация там, ну, в момент построения там, карьеры и личных взаимоотношений, чего угодно. Вот. А если человек сам по своей природе не слишком активный, если у него, например, ну, больше Луны, там он мечтательный такой, то или там больше Венеры в мужчине, он такой мягкий, да, то, соответственно, ему данный флюид, наоборот, его закалит, даст ему определенные, поднимет черты характера, которых в нем не было. Вот. И с этой стороны я бы рекомендовал работать вот людям с такой планетарной природой и вообще с такими особенностями характера, с данным духовным существом. Потому что это только пойдет в плюс, ну, на мой взгляд. То есть он как бы, получается, наделяет какими-то своими, да, свойствами человека. Да, безусловно, потому что, ну, в нем же вот есть своя определенная планетарная природа, которая изначально при создании в нем заложена. Поэтому он, собственно говоря, и пускает этот флюид. Она отражается в той энергии, которую он
дает. То есть, ну, по сути, это вот как люди общаются друг с другом. Человек, например, ну, я не знаю, активный, деятельный такой, многоречивый, которого везде много, он, находясь в обществе любых людей, будет также заражать вот этим своим проявлением всех остальных, да, и, соответственно, как бы, ну, у духовных существ в результате Да. диалога, да, происходит то же Хорошее самое. сравнение, правда. Ну, это так оно и есть, да, мы же все это можем наблюдать. Мгм. Так, а какова вот вообще цель взаимодействия, вот в частности Асмодея с людьми? Такой интересный вопрос. Да, ну Вот. я тебя понимаю, что ты имеешь в виду. Зачем ему это все надо, да, собственно Да. говоря. Ну, по сути, зачем им все это надо? Вот это то, о чем я говорил только что сейчас. Если у них не будет взаимодействия с проявленным миром, то есть с нашим проявленным миром, по сути, это будет просто энергия, которая вот живет сама по себе. А Мгм. так как, собственно, ну, наш мир создан, он существует, он есть, то именно через работу с людьми они, во-первых, могут, ну, это называется в Кабале познать себя, да, Мгм. фактически, то есть, ну, применимо, например, к Яхве, раввины говорили, что зачем ему общаться вообще с людьми, потому что ему нужно жилище в нижних мирах. Это такое было М. выражение. Собственно Интересно. говоря, да, собственно говоря, ну, ему тоже нужно определенное жилище в нижних мирах, потому что, ну, он же божество. Потому что, и, собственно, у них же есть тоже свои определенные системы в их мироздании, я имею в виду духовных существ. У них есть свои астральные миры, которые также живут, которые он питает. И за счет взаимодействия с людьми, за счет вот этого взаимного обмена, ну, под словом обмен со стороны человека я подразумеваю прежде всего, например, какую-то латрическую работу в том числе, да, то есть какие-то жертвенники, алтари. По сути, это же было всегда, это есть и в религиях во всех, если мы можем заметить, да, потому что даже приходя в церковь, там человек также ставит свечку, человек также там что-то обращается к кому-то, да, то есть, по сути, он тоже делает ну, определенную жертву, да, ну, по сути, Мгм. это то же самое. Вот. И вот за счет вот наполнения энергии со стороны также человека по принципу взаимосвязи идет укрепление вот этого энергетического ядра духовного существа, да, и, соответственно, он может сильнее проявиться в мире, неся свои качества, за счет этого тоже усиливаются его какие-то астральные миры и прочие подсистемы, а человеку он, соответственно, дает то, что он может дать лучше всего, исходя из его планетарной природы. То есть происходит взаимный обмен. И тут вопрос в том, как человек, потому что, ну, человек же это в проявленном мире делает, в нашем мире, как он непосредственно это отношение построит и каким оно будет. То есть, если оно будет там в формате какого-нибудь такого, знаешь, там, ну, принижения себя, то к нему и будут так относиться. Мгм. Вот, потому что, ну, духовное существо, оно лишено каких-то наших человеческих вот таких вот, знаешь, норм морали или каких-то человеческих наших субъективных оценок хорошо-плохо, там, моментов дружбы, оно тоже лишено. Хотя, безусловно, разумеется, ну, это понятно, что любое божество, оно всегда будет ценить, помогать и как-то поддерживать человека, если он обращается к нему постоянно и, собственно, и с ним плотно работает. То есть, ну, Мгм. налаживает с ним взаимосвязь. То есть тут все происходит по принципу взаимосвязи. Мы укрепляем, собственно говоря, наше божество, божество укрепляет нас. Да, но при этом, в общем-то, в мире не относительно не так уж много, мне кажется, вот настолько активных, что ли, Мгм. духов, божеств, особенно, насколько я понимаю, в последнее время вот, ну, я действительно встречаю людей, которым, ну, можно сказать, вот, ну, не знаю, приходит Асмодей, вот, с теми, к тем, кто, во-первых, не боится с ним взаимодействовать прежде всего, Ну да. вот, и кто слышит, да, кто способен слышать, чувствовать, воспринимать. Вот, есть такие люди. Я с тобой согласен совершенно. Безусловно, данного духовного существа сейчас становится больше. Ну, опять же, тут еще взаимосвязано все с
скажем так, ну, с тем, что происходит в мире. В последнее время в мире вообще на всех континентах происходит большое количество различного рода войн, да, Мгм. то есть каких-то переделов мировых, каких-то вот конфликтных ситуаций, ну, это просто очевидно, да, можно достаточно открыть любой новостной источник и это увидеть. А, соответственно, так как это происходит, в мире очень много активного выброса энергии Марса, то есть ну, просто колоссальное. Соответственно, носители этой энергии из, там, скажем так, любых пантеонов, они активно присутствуют в Мгм. мире. Естественно, Ашмедай, как один из активных носителей данного флюида, тоже мимо пройти не может. Потому что, собственно говоря, ну раз такое происходит, значит, надо каким-то образом себя проявить, да, и он, ну, понимаешь, он воспринимает этот выброс энергии как потенциальный зов к нему, да, то есть даже, ну, подсознательный, соответственно, он тут проявляется, ну, вот как-то так. Мгм. А вот еще такой, хотелось бы поговорить про такой аспект. Я, правда, не знаю, как о нем говорить. Опять-таки, вот этот эротический аспект, Мгм. который даже не только эротический, любовный, я бы такой Мгм. сказала. Мгм. То есть, во-первых, интересно, он появился, что получается, только со времен вот ветхозаветных, да, или позже. То есть я знаю, что этот аспект довольно-таки активно Сильный. проявляется в Конечно, действиях безусловно. женщин. И, безусловно. Ну нет, конечно же, не, ну, не ветхозаветный, безусловно, он раньше. Опять же, мы с тобой вернемся в начало нашего разговора, где мы говорим о переводе его имени, что имя Хэшм значит страсть. Мгм. И аспект любви, безусловно, здесь тоже имеет значение. Да, Асмодей, он является таким ярким выразителем тоже таких эмоций, как страсть, как где-то гипертрофировано, это может быть и похотью, безусловно, да, но опять же, это же все зависит от человека, который это воспринимает, понимаешь? Потому что я сомневаюсь, что в человеке, который такой, знаешь, весь по себе флегматичный и где-то амебный, в нем это вызовет какой-то там фонтан. Нет, конечно, но это просто его где-то скорректирует ну, в этой области. Поэтому, да, безусловно, он отвечает за аспект страсти. Страсть у нас к любви привязана тоже достаточно плотно, и поэтому, естественно, этот аспект он очень важный. Вот. Ну, и, собственно, опять же, не будем забывать, что момент по поводу написания той же самой книги Тавита, да, где говорится о нем как о таком похотливом демоне, он мы достаточно взять иудаизм и посмотреть, что там достаточно, хотя иудаизм нейтрально относится к сексу, в отличие от христианства, но там очень много запретов, связанных с прелюбодеянием. Да, то есть там очень много таких вот моментов, и, соответственно, где-то, вероятно, вот это проявилось. Мы же не знаем, как взаимодействие там пошло. Может быть, там человек, который там был ограничен полностью там в сексе или был сдержан какими-то вот этими рамками, или, может быть, знаешь, там чья-то жена или какой-то муж, там, который какой-нибудь, может быть, ученый человек, который, собственно, хотел проявить прелюбодеяние в отношении кого-то другого, но он был вынужден себя сдерживать, и вот, собственно, он каким-то образом законтактировал с энергией Аэшмы, получил, собственно, вот такое вот ну, выражение своих каких-то фантазий и реализовал это все через книгу Тавита. Вот. Но на самом деле ключевое то, что да, Хэшм это страсть, поэтому, безусловно, плюс Марс, Солнце это планеты такие активные, планеты, связанные с огнем и так далее, да, поэтому они, безусловно, за этот аспект отвечают. Если бы в Асмодее планетарные природы, например, были Сатурн какой-нибудь и какая-нибудь Луна, безусловно, то есть да, Сатурн холодный отвечает за смерть и разрушение, Луна отвечает за вот именно какую-то мечтательность, за это вода. Безусловно, это было бы странно, если бы у него возникала вот такая, да, характеристика. А так это вполне очевидно и вполне объяснимо. Поэтому момент страсти был всегда, и просто он, опять же, негативно показан в книге Тавита, потому что, ну, не забываем, опять же, о том, что
Основная задача бывших божеств всех не извести до уровня каких-то таких инфернальных товарищей, которые только вот могут, знаешь, выступать как в назидание людям, что, мол, не делайте таких вещей, не работайте с ними, иначе вот у вас будут умирать ваши 7 мужей, как у Сары из книги Тавита, да, или там, я не знаю, ну, вот такого плана. Ну, а какие все-таки вот основные, наверное, аспекты-то можно выделить его, помимо вот этого, да? Я бы выделил такие аспекты, безусловно, как я уже говорю. Это смелость, это храбрость, это активная жизненная позиция абсолютно во всех сферах, это креативность, да, потому что он очень тоже сильно на это влияет. Опять же, это в нем откликается планетарный поток Меркурия, который в нем идет третьим, следующим за 2 первыми, да, и Меркурий у нас отвечает за креативность, за все эти вещи, потому что по своей работе с ним я, скажем так, заметил резкий скачок этого всего, да, то есть как бы креативность в работе с Асмодеем растет, безусловно. Опять же, Однозначно подтверждаю. да, 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 вот, ну и, разумеется, моменты страсти, безусловно, да, есть, это, конечно, все тоже отрицать невозможно, вот, плюс он в результате того, что вот то, что я перечислил, он в сочетании этого, он дает определенную уверенность в завтрашнем дне, я бы так сказал, понимаешь? То есть вот именно людям, которые, допустим, склонны к каким-то депрессивным состояниям, склонны к обдумыванию очень долгому чему-то или нерешительны, я бы посоветовал бы на самом деле взаимодействовать с данным божеством, потому что эти моменты он может в них подубрать. Ну вот. Я не назову себя нерешительным человеком каким-то и так далее, я никогда таким не был, но я могу сказать, что вот уже столько лет я работаю с Асмодеем достаточно плотно, и я могу сказать, что я резко поменялся в лучшую сторону, естественно, как я замечаю. То есть вот я живой пример того, что никаких негативных коннотаций нет. Я просто не воспринимаю его как какого-то инфернального демона. Поэтому, да, поэтому никто не бегает с содержимостью. То есть, ну, слушай, у меня Тут прекрасная я семья. абсолютно Да, полностью согласна. Вот да, и это как бы на просто момент, я да, и просто то, в восхищении на самом деле. У меня столько восторга по поводу вот этого да, да. взаимодействия с Асмодеем, что вот он у меня стал выплескиваться вот в этих блогах. Конечно, конечно. Ну да, вот поэтому я и говорю, что тут, понимаешь, ничего такого нету, нету никакого негатива. Что касается там моментов, я вот, и, опять же, я живое опровержение книги Тавита, потому что, ну извини, я, как говорится, я женат много лет, у меня 3 детей, и ты знаешь, у меня не возникает каких-то проблем, скажем так, вот такого характера, как подается в плане Асмодея, да, наоборот, мне кажется, это еще больше укрепляет взаимоотношения двух людей. Вот. Поэтому я могу отметить только плюсы. Аналогично, аналогично. Вот. И я вот, знаешь, самостоятельно пыталась тоже ну, задавать ему этот вопрос. Ну, Мгм. да, к сожалению, у меня не хватает медиумных способностей, чтобы Мгм. воспринимать напрямую. Вот, то есть кое-какие Ты какие-то мысли. можешь попросить, я тебя перебью сразу, Ева, ты можешь попросить его давать ответы тебе во снах. Он это прекрасно делает, кстати. Что-то у меня со снами тоже как-то Да? Ну, не может быть, ты очень. просто их не видишь, да? Вот я, например, сны вообще не вижу, понимаешь, же, ну, да, по сути, поэтому, наверное, поэтому. Но это все равно можно, понимаешь, он интересен еще тем, что он ответы может давать просто в реальной жизни путем каких-то событий, скажем так. То есть возникает ситуация, которую ты, вот знаешь, каким-то таким шестым чувством там воспринимаешь, вот это вот оно, да, вот мне кажется, эта ситуация и есть ответ на заданный мной вопрос. То есть с ним часто в работе происходит такая история. Ну вот со мной в частности, да, это, конечно, это какие-то внушения, какие-то мысли, которые я, да, могу распознать, Мгм. но больше даже э, я получаю ответы. Во-первых, я хочу сказать, что он очень быстро реагирует. Да, конечно, безусловно. У меня, конечно, может, не очень там большой такой опыт, но ну, чуть ли не мгновенно. Вот, например, Очень. когда я задавалась вопросом, собственно, вот что какова твоя природа, у меня большой Мгм. интерес в этой части,
Вот. Я не думала. И вообще, как я могу получить ответ на этот вопрос, я даже не Мгм. представляла. А получила я таким образом, что он меня привел на твой дзен-канал. Да, Вот. да, 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 Я да. прочитала просто с отвисшей челюстью Ну, твоё мы говорили с тобой, да, я помню об этом. Это, вот. конечно, он, да, он это делает, и это абсолютно в его стиле. Вот. И точно так же через, ну, вообще через интернет, вот, какие-то там посты, вот тоже так отвечает. Слушай, ну он парень современный, и он достаточно быстро реагирует на все изменения вообще окружающего ландшафта, в том числе и медийного вот информационного поля. Поэтому да, конечно, он очень быстро реагирует. И ты знаешь, это хорошо, потому что если он так быстро реагирует, это говорит о том, что он активно присутствует в мире. Ну и хорошо, собственно говоря. Да, однозначно. Вот. Еще такую интересную вещь ты сказал, что вот когда медиум взаимодействовал с ним, было такое прям погружение, говорящее о глубине его природы, да, что такое ощущение, как погружение в какой-то первичный хаос или вот ощущение погружения в небытие. Вот что-то Да, такое ты говорил. да, я говорю, это так и есть, но это касается вот именно первичного его, скажем так, лика, именно лика Аэш-Медева, которого мы призывали. М. Вообще, на самом деле, ну, конечно, это она, когда мой медиум описывала вот эти свои ощущения, она говорит, ну, это просто такой ну, объем энергии, который было просто не вобрать в себя, во-первых, ну, потому что Мгм. зачастую медиумы работают путем так называемой инвокации, то есть они, по сути, принимают в себя как бы определенную энергетическую часть духовного существа, которая в них говорит, используя их тело, скажем так, да. Мгм. Вот. И она говорит, что тут просто было не вобрать, потому что пришло нечто невообразимое, огромное и очень-очень древнее. То есть что-то такое, что появилось, безусловно, древнее всех вот этих вот существ из авраамической парадигмы, да. То есть это что-то такое на уровне первичного хаоса, вот оттуда, откуда-то, да. То есть, и вообще, конечно, работа с его первичным ликом Саэшме, она достаточно такая тоже своеобразная, потому что, ну, скажем так, как он нам сказал, ребята, ну, меня по возможности не надо часто дергать. У меня свои вопросы, я как бы занимаюсь их решением в своих ипостасях, ну, где-то наверху. Поэтому вот есть прекрасные, замечательные лики, которые, да, наиболее популярны. Обращайтесь к ним, до меня все дойдет. В любом случае, как бы они являются моей составной частью. Потому что там очень много таких требований, ну, у него даже в плане какой-то латрической работы, потому что там, насколько я помню, надо, чтобы человек был один в помещении, чтобы никого вообще не было. То есть там очень строгие соответствия по цветам. То есть там у него все должно быть черное на алтаре. Вот у него вот алтарь там все черное, черная посуда, черный перец, черные там какие-то свечи. И вот это по сути такая, знаешь, как такая черная первобытная дыра образуется М. посреди. Ну вот, видимо, какая-то такая метафизика этой образности. Вот. Так что с точки зрения каких-то вот объемов, безусловно, АЭШ Мадев очень, очень велик. То есть, ну, просто опыт взаимодействия и у меня, и у них достаточно большой с различного рода духовными существами. И просто есть с чем сравнить на фоне этого. И я тебе скажу, что, ну, это что-то такое очень захватывающее. Да, звучит интригующе. Ну, Очень, слушай, да, да, очень да. интересно на самом деле. Еще такой момент, вот, м, говорят, ну, и я на себе это испытала, что, Асмодей один из немногих божеств, который контактирует с новичками. Вот, довольно легко контактирует, вот, и у некоторых складывается ощущение, что он, может быть равнодушен к церемониальному служению. Но вот опытные оккультисты говорят, что это не так. Вот. То есть я так вот чувствую, что это служение ему как минимум приятно. Вот, Да, ты скажешь, как он относится вот к церемониальному да, служению? безусловно, к церемониальному служению, к алтарной работе и какой-то, да, латрической работе, безусловно, она ему очень приятна. Более того, он в силу того, что
солярный аспект силен, и он великодушен по своей природе, он прощает новичкам определенные ошибки, скажем так, да. Есть архетипичные божества, которые крайне щепетильно относятся там, к строению своего алтаря, там, если там что-то где-то какая-то мелочь не такая, они могут не отзываться, да, скажем так. Ну, естественно, ну, понятное дело, что мы их наделяем человеческими качествами, но даже по опыту взаимодействия не только своему, а коллег моих, да, с какими-то архетипами, архетипичные божества, можно заметить, что есть среди них такие, ну, с откровенно плохим характером. Такие дурные, капризные, ну и не очень такие контактные. Мгм. А у Асмодея этого нет. Он действительно очень контактен, он действительно может многому научить, и он это любит делать, да. Просто еще по одной простой причине, что он хочет показать ну, человеку, новичку какому-то, или человеку, ну, который с ним взаимодействует, что, друг мой, я не тот, о ком ты читал вот этот бред, собственно говоря, и я не собираюсь разрывать тебя на куски или там завладеть твоей душой, которая никому нахрен не нужна, собственно говоря, и так далее. То есть он, наоборот, такой, ну, джентльмен, понимаешь? То есть он показывает себя, наоборот, с той стороны, какой он есть. Да, он очень контактен, и он очень любит взаимодействовать. И ты абсолютно права, безусловно, ему приятно алтарная работа в служении, какая-то латрия, но если человек этого не делает или по каким-то своим причинам, да, все равно Асмодей с ним взаимодействовать будет. Так или Мгм. иначе. Да, вот ну ты уже сказал по поводу того, что многие замечают, и да, я в том числе, ну и ты, наверное, вот эту работу с психикой человека. То есть получается, да, что он, ну, как мы уже сказали, наделяет некоторыми своими такими качествами Да, человека. Я да. вот, я аж начала мысль, не закончила то, что спрашивала у него о цели его взаимодействия с людьми. Но я, поскольку, да, я плохо, не очень хорошо слышу, то Мгм. ну, спрашивала через карты Таро. Ну, это очень, кстати, на самом деле популярная методика с помощью мантических систем, в том числе и Тара получает ответы, поэтому это нормально. Вот, да, сейчас вот я тут открою, потому что у меня все зафиксировано. И сразу поясни для зрителей, потому что не все разбираются в Тару. Да я сама пока еще учусь этому делу. Так, вот, когда я спросила, я вообще хочу отдельное видео на эту тему снять, Мгм, мгм. о его цели взаимодействия с людьми, мне выпал ответ, который я вот так и думала, что будет этот ответ. Это трансформация. Это вот аркан смерти. Да, ну, конечно, естественно, трансформация, совершенно верно. Вот. Это вот то, о чем говорят вообще, кто вот, ну как, демонолаторы, да, вот, Да, да. что у них, у божеств вот это такая вот цель взаимодействия с людьми. Вот. Мгм. И я спросила, что ты подразумеваешь под трансформацией. Вот, и такое интересное а, выпали, выпал ответ. Ну, в общем, я потом в видео подробно обо всем этом расскажу, но Мгм. суть в том, что эволюция человека через развитие в себе, это вот я как-то трактовала, Мгм. определенных качеств, а именно энтузиазма, инициативности, готовности действовать. Ну вот, И- пожалуйста, да, смотри, мы Да, как раз видим в этом его проявление. А ты знаешь, я бы даже пошел глубже, и я бы отметил такой еще момент, что под словом трансформация он подразумевает еще и себя. То есть трансформация в сознании людей и донесение до них именно своего, ну, истинного вида, истинной формы, истинного значения, да, и вот без этих сказок и без таких вот, ну, излишних вот, вот этого унижения, скажем так. Поэтому, да, безусловно, он хочет рассказать о себе, то, кем он является. Это тоже очень важный момент. и вот в том числе, среди прочих, ну, там 3 карты, значит, я выбрала, вытащила. И Мгм. была там вот рыцарь мечей такая, то есть
Она символизирует вот как раз это самая воинственная такая Конечно. карта из всех. Вот, выражает бесстрашное стремление к победе, вот, искусство боя. То есть я это как трактовала, что вот трансформация в отношении человека, это вот эволюция человека через развитие в себе вот этих всех качеств, там, Мгм. инициативности, Мгм. уверенности и Мгм. прочее, чтобы в итоге сделать человека бесстрашным воином духа. Вот Да, так. да, да, это абсолютно верно. Это полностью отражает его природу и его намерения. Поэтому, да, конечно, я могу тебе сказать, что те Тара не соврали. Поэтому, ну, все Что? правильно. Тара тебе не соврали абсолютно. Поэтому тут как Я, бы... я, я вот как началась с этими Таро взаимодействовать, ну, практически сразу, меня, в принципе, побудило как раз контакт со Асмодеем, то есть, Мгм. ну, то есть тот момент, когда я еще не понимала, с кем я контактирую, и я думала, Да, что с ней делать, как мне выяснить-то, хотя да, я, да, да, конечно, да. ответ я получила сразу, он мне сразу сказал, что это он. Да, конечно. Но у меня Нет, все равно сомнения, и вот я обратилась к Таро впервые тогда, чтобы у них спросить, что они мне скажут. Ну, да, ну вот, да, да, да. Нет, ну они подтвердили, да. поэтому... Вот. И там еще такой интересный момент, что я спросила, каким должен стать человек в результате трансформации. Мне просто фантастический совершенно был ответ. То есть Мгм, там мгм. карта сила, там, значит, это, там колесо фортуны. Ну, то есть я это все трактовала как обрести свою силу, то есть как раскрыть свой потенциал, можно сказать, божественный Ну потенциал, да. стать творцом судьбы или вообще каких-то вселенских, не знаю, изменений. Ну, вот видишь, да, то есть показала даже, вот, даже если по арканам можно судить, что показала только положительные стороны, то есть нет никаких негативных. Совершенно верно, это так оно и есть. Но, понимаешь, мы с тобой это знаем, а тут как бы, вот опять же, обращаясь и к слушателям, вообще в целом, тут надо просто попробовать, собственно говоря, взаимодействие, чтобы это все понять на себе. Только прежде всего человеку надо в себе где-то убрать определенную дуальность, вот этот вот, да, дуализм, перестать как-то, ну, постараться, по крайней мере, делить мир на черное и белое и доверять не тому, что написано ну, с определенной целью, скажем так, да, достаточно такой субъективной в каких-то книжках, вот, самому проверить все и свое мнение уже иметь. Ну, собственно, вот мы живые примеры, ты только начинаешь, я чуть подольше, но все равно в целом, что ничего негативного нет, есть только плюсы. Вот Ну, на этом, да, наших с тобой слушателей отправим, собственно говоря. ага. Ну, вот я еще не знаю, будешь ты, расскажешь ты или нет, может, какие-то Мгм. интересные вот случаи, ж я хотела спросить, связанные с Асмодеем. Ну, не знаю, может быть, это лично, и не стоит об этом Ну, говорить. слушай, есть определенные моменты личные, конечно, да. Ну, я скажу так. Он при должном взаимодействии помогает закрывать очень много бытовых вопросов. Мгм. То есть, грубо говоря, я не то, что там, собственно говоря, там, знаешь, там в поклонах бьюсь, там, в просьбах о чем-то, да, но если мне что-то нужно, или мне нужно, чтобы какая-то ситуация, допустим, в моей жизни срослась, я к нему обращаюсь, в том числе и мысленно обращаюсь, да, то есть при работе с ним. И ты знаешь, ситуации складываются таким образом, то есть какие-то цепочки событий складываются таким образом, что это происходит и это случается. Я приведу самый простейший пример. Я не так давно поменял машину, и, ну, собственно, мне надо было хороший вариант себе найти, и мне вот не попадался. То там что-то не то ну, с самой машиной, то что-то не то с ценой, там где-то она завышена и так далее. Ну, я так вот бился 2 недели, мне что-то как-то, да, было не очень комфортно, и, собственно, я просто банально обратился к нему, опять же, вот, собственно, ну, просто мысленно попросил вывести на какую-то подобную ситуацию, чтобы этот вопрос мне закрыть. Я в течение 6 дней после этого обращения машину купил, которая полностью мне подходит и которая полностью удовлетворяла меня. Вот простой пример, даже вот элементарный.
Потому что, ну, я с этим, я никак это связать, кроме как с его какой-то помощью не могу, потому что я потом, собственно, при общении с ним, ну, спросил, это, ну, твоих рук дело? Он говорит, ну, ты ж меня попросил, собственно говоря, и я тебе помог. То есть, как бы, это не какая-то колоссальная проблема, чтобы это решить. Вот, простой, банальный способ. Это вот я тебе просто приведу пример. Да, я тоже хочу, но не углубляясь в подробности, привести пример. На самом деле он такой для меня прямо ого-го. То есть это Да. было связано со здоровьем близкого человека. Вот. Мгм. Ну, тоже я попросила Мгм. Асмодея помочь. А там очень серьезная там ситуация, а там Мгм. непростая сразу. Мгм. Вот. И когда я получила новости хорошие, что, ну, в общем-то, все хорошо, Да, у меня да. сразу возникла мысль, что, наверное, он поучаствовал. Ну, я, конечно же, спросила у карт Таро, и они мне ответили просто однозначно «да». Конечно. Однозначно он помог, и, конечно, я ему просто безумно благодарна. Но Ну, это вот о чем мы с тобой говорим, что он очень отзывчивый и он очень быстро реагирует, безусловно, да, то есть он никогда не медлит. Опять же, это опять же, это нас ну, мы можем это все понять из его имени, опять же, да, и из его скорости, учитывая его планеты, насколько они активны. Ну, вообще вся его суть это активное действие. Он не тот, кто будет там где-то почивать на лаврах и ждать у моря погоды. Нет, это очень активный архетип, который, да, любит работать. да, я совершенно... То есть у меня такого вот уровня взаимодействия с божеством, ну, не было. Я просто Да, поражена вообще, что есть такой, возможен вообще такой близкий контакт. Это для меня это как просто фантастика. да, Вот. да, да. И, конечно, Вот. я в восторге. Да. Вот, ну, закончим, наверное, да, на Да, давай, наверное, на этом. потихонечку закругляться. Да, Спасибо спасибо тебе тебе. огромное. Тебе тоже спасибо, да, что мы с тобой поговорили на такую интересную тему. Собственно, можете подписываться на мой канал Дзен, Оккультурио. Он недавно у меня открыт, собственно, да, но он будет наполняться регулярно интересными материалами. Подписывайтесь на Еву, у нее тоже замечательный канал, в котором много материалов об Асмодее. И взаимодействуйте, пишите о своих ощущениях, я думаю, они будут самые положительные. Да, у Дмитрия вот на канале, на Дзен-канале просто потрясающе. Тут вообще, по-моему, есть на самом деле о чем еще поговорить, о твоем исследовании. Ну, Вот, мы с тобой, я думаю, что еще не последний раз встречаемся, да, поэтому мы обсудим с тобой, там, наверное, там все просто эти. потрясающая совершенно вообще информация, потрясающие исследования, которых ну просто нет нигде. Вот, поэтому, конечно, я всем предлагаю, вот, ну, кому интересна вот эта вся тема, да, связанная вот с божествами, и обязательно зайти, посмотреть, почитать, подписаться. Да, Вот. я еще хочу проанонсировать, значит, ну, ближе наверное, к лету. Значит, у меня и у моих коллег, тоже вот медиумов, кто работает со мной, выйдет очень интересная книга, которая будет называться «Астральная Гаэтия». Вот, там будут полностью разобраны астральные миры гаэтических управителей. Демонами я их назвать не могу. Кстати, я думаю, что нам с тобой надо бы сделать эфир по поводу гаэтов и гаэтии, потому что мы там тоже поговорим с тобой. Я Да, очень за. да, вот. И, собственно, да, там будут моменты, расписанные правильные алтарные работы. Ну и вообще, собственно, там будет так достаточно полно сказано о сути этих существ. Информации этой нигде нет, она вся получена гностическим путем. Очень интересно. Так что, скорее всего, вот ближе к лету будет, а это все я анонс дам. Так что, да, и жду от тебя тогда приглашения на эфир по гаэтам, потому что я думаю, что о них тоже надо поговорить. Это очень интересные духовные существа. Да, у которых свой язык, как вот ты. Даже несколько, поэтому там очень много наречий, да. Мы об этом тоже коснемся, кстати. Ага. Ну хорошо тогда, договорились. Да. Спасибо Все, огромное за все, всем эфир. счастливо. Все, Ева, пока, всем пока. Да, Всё. пока. Да, все.